Всем привет! Меня зовут Катерина, и сегодня я вам покажу, как связать вот таким вот красивым узором ремень для сумки, либо же пояс для платья из рафии. Итак, вяжем двойной наборный ряд из 3 петель. Провязываем одну воздушную петлю и вкалываем крючок в первую петельку посерединке между двумя косичками, верхней и нижней. И провязываем первый столбик без накида. И затем еще 2 столбика. Далее опять делаем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание и во вторую петлю от крючка под вершинку столбика без накида предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Затем вкалываем крючок в основание столбика без накида предыдущего ряда и провязываем вытянутый столбик. Далее пропускаем следующий столбик. И в вершинку последнего столбика без накида предыдущего ряда провязываем соединительный столбик. Затем опять делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание и во вторую петлю от крючка провязываем первый столбик без накида в этом ряду. Далее опять вкалываем крючок в основание столбика без накида предыдущего ряда и провязываем вытянутый столбик. И опять пропуская следующую вершинку столбика без накида, вставляем крючок под вершинку последнего столбика без накида предыдущего ряда и провязываем соединительный столбик. Опять провязываем воздушную петлю, поворачиваем изделие и во вторую петлю от крючка опять вяжем столбик без накида. Затем спускаемся ниже на один ряд, находим основание столбика без накида, вкалываем в него крючок и провязываем вытянутый столбик. Пропускаем следующий столбик и завершаем ряд, провязывая соединительный столбик под вершинку последнего столбика без накида предыдущего ряда. И таким образом мы провязываем необходимое нам количество рядов. И связав необходимую длину полотна, нам нужно обвязать его по периметру столбиками без накида. Делаем одну воздушную петлю и провязываем столбики без накида в условные дырочки под боковые петельки полотна. В угловые петельки полотна мы провязываем по 3 столбика без накида, таким образом плавно переходя к обвязке следующей стороны. И таким образом продолжаем обвязывать полотно до конца. Итак, я заканчиваю вязать образец.
Теперь его нужно хорошенько отпарить. И после влажно-тепловой обработки образца можно делать окончательные расчеты для будущего изделия и приступать к вязанию. Надеюсь, данный урок был для вас полезен. Подписывайтесь на мой канал и вдохновляйтесь. Ровных всем петелек. Пока-пока!